Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать еще один интересный вариант бабушкиного квадрата. Смотрите, он может быть любого размера, может быть как мотивом, так и большим ковриком или же сидушкой на стул. Тут, как говорится, все зависит от того, сколько рядов вы провяжете. Я вязала несколькими цветами пряжи и использовала крючок 2,5. Всего у нас будет два ряда, которые будут повторяться на протяжении всего вязания. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с кольцами груми или скользящей петли. Набрасываем нитку на 2 пальца, делаем еще один оборот. Вот здесь получается крестик, и между двумя нитками заводим крючок. Захватываем петлю. Теперь провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же в кольцо вяжем второй столбик с накидом и третий. 2 воздушные и провязываем еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Вот у нас получилось 2 связки по 3 столбика с накидом. Дальше вяжем 2 воздушные и провязываем третью связку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Две воздушные и сюда же еще 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Вот у нас получилось 4 связки по 3 столбика с накидом в каждой. Затягиваем вязание, провязываем последние 2 воздушные петли и находим не третью петлю подъема, а второй столбик. Под 2 стеночки соединительной присоединяемся. В следующую петлю, в вершинку, переходим также соединительной. И соединительной переходим в уголок. Набираем 3 воздушные петли, которые нам служат первым столбиком с накидом. Теперь сюда же вяжу второй столбик с накидом и третий. 2 воздушные. Теперь сюда же 3 столбика с накидом в этот же промежуток. Первый столбик провязываем, второй и третий. Воздушная петля. Видите, у нас получился уголок. И теперь в каждый вот этот промежуток мы будем провязывать точно по такой же схеме. То есть 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Давайте провяжем еще один угол. Итак, второй столбик, третий, 2 воздушные и еще раз сюда 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля и переходим к следующему углу. И по вот такому принципу провязываем еще 2 угла. То есть провязываем 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика вот в этот уголок. Воздушная петля, как вот здесь вот промежуточная. И теперь в последний уголок точно так же 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. В конце ряда провязываем 1 воздушную и во второй столбик, вершинку под 2 стеночки соединительной, присоединяемся. 1 воздушная, обрезаем нитку и берем новый цвет. Новым цветом провязываем 1 воздушную, хорошенько ее затягиваем. Берем наш мотив и находим уголок, любой, без разницы. Заводим сюда крючок, вытаскиваем нитку, провязываем 2 воздушные. Вот у нас получился первый столбик с накидом. Теперь сюда же в уголок вяжем второй столбик с накидом, третий, 2 воздушные и сюда же в угол провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий.
воздушная петля, и теперь в промежуток вяжем столбик с накидом, а дальше делаем 2 накида на крючок и опускаемся на ряд ниже. И вот наш первый столбик, а мы за второй вот таким образом заводим крючок и провязываем лицевой рельефный столбик с 2 накидами. Провязываем 1, 2, 3. И теперь еще один столбик с накидом вяжем в промежуток вот сюда. Воздушная петля, уголок провязываем как обычно. 3 столбика с накидом, 2 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. Дальше воздушная петля и повторяем точно так же, как вязали вот эту часть. То есть в промежуток вяжем столбик с накидом. Дальше 2 накида на крючок, опускаемся на ряд ниже и за средний столбик, за второй, провязываем лицевой рельефный столбик с 2 накидами. Теперь в промежуток вяжем еще столбик с 1 накидом, воздушная петля и переходим к углу. И по такому принципу провязываем квадрат до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда, теперь провязываем воздушную петлю и во второй столбик, в вершинку под 2 стеночки соединительные, присоединяемся, переходим в соединительные в следующий столбик и в серединку нашего угла. Теперь смотрите, следующий ряд мы будем вязать точно так же, как вязали первый, то есть без вот этих вот рельефных столбиков. То есть будем провязывать чисто в промежутке по 3 столбика с накидом, и между этими провязками будем делать по воздушной петле. Углы будем провязывать как обычно, то есть здесь у нас принцип бабушкиного квадрата. Набираем 3 воздушные петли, это наш первый столбик с накидом. Теперь в уголок вяжем второй, третий, 2 воздушные, и теперь сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, воздушная петля, следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, воздушная петля, следующий промежуток 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, воздушная петля и опять угол. Провязываем как обычно 3 столбика с накидом, две воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. Дальше воздушная петля и в промежуток в следующий начинаем повтор. То есть точно так же, как мы с вами провязали эту сторону, провязываем оставшиеся 3. Дошли до конца ряда, провязываем последнюю воздушную петлю и в вершинку второго нашего столбика по 2 стеночки соединительные присоединяемся. 1 воздушная, обрезаем ниточку и берем новый цвет. Провязываем воздушную петлю, закрепляем ее, затягиваем и находим уголок. В уголок заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем, набираем 2 воздушные, получаем первый столбик с накидом. Теперь уголок провязываем как обычно. Второй столбик с накидом, третий, 2 воздушные, сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, воздушная петля. И теперь будем вязать наш ряд по принципу вот этого ряда, где у нас были столбики с 2 накидами. То есть в промежуток вяжем столбик с накидом,
2 накида на крючок, опускаемся на ряд ниже и под средний столбик, под второй, провязываем лицевой рельефный столбик с 2 накидами. Теперь еще один столбик с накидом в промежуток. Воздушная петля. Следующий промежуток точно так же вяжем столбик с накидом, 2 накида на крючок, и теперь под наш вот этот вот столбик, он у нас получается средним, видите, тут один столбик, вот удлиненный второй, и вот он третий, и вот мы под него заводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами, и еще один столбик в промежуток. Воздушная петля. Следующий промежуток точно так же столбик с накидом, 2 накида на крючок, опускаемся на ряд ниже и за средний столбик провязываем столбик с 2 накидами, и столбик с одним накидом провязываем в промежуток. Дальше воздушная петля и провязываем угол точно так же, как обычно. 3 столбика с накидом, 2 воздушные, и сюда же 3 столбика с накидом. И дальше точно так же, как мы с вами провязали вот эту сторону, мы провязываем оставшиеся 3. В конце ряда провязываем 1 воздушную петлю и во второй столбик, вершинку, под 2 стеночки петли соединительной присоединяемся. Переходим соединительной в следующий столбик и в уголок. И теперь смотрите, у нас будет ряд, вот, после, вот как видите, вот здесь у нас был столбик с 2 накидами, а следующий ряд был обычный ряд, как в стандартном бабушкином квадрате. И здесь будет точно так же, то есть мы с вами начинаем вязание с 3 воздушных, которые нам служат первым столбиком с накидом. Теперь сюда же в уголок вяжем второй столбик с накидом, третий, 2 воздушные, и теперь сюда же еще 3 столбика с накидом, первый, второй, третий, воздушная петля, следующий промежуток 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, воздушная петля, следующий промежуток 3 столбика с накидом, воздушная петля, следующий промежуток 3 столбика с накидом, воздушная, следующий промежуток 3 столбика с накидом, воздушная петля, и в уголок вяжем как обычно 3 столбика с накидом, 2 воздушные, сюда же 3 столбика с накидом. И по такому принципу, как мы провязали сторону эту, вяжем оставшиеся 3 стороны. В конце ряда опять провязываем последнюю воздушную петлю и во второй столбик в вершинку соединительной присоединяемся. Воздушная, обрезаем ниточку, берем новый цвет, и начинается у нас с вами повтор. Я думаю, что вы уже поняли, что узор у нас повторяется, и мы можем провязать так неограниченное количество рядов и получить как маленький мотивчик, так и большой коврик, либо же наволочку или сидушку. Тут все зависит от вас. Смотрите, всего у нас в вязании будет 2 ряда. Первый ряд, в котором мы вяжем с вами вот такие, то есть углы у нас одинаково везде вяжутся, а вот там, где сторона, мы с вами провязываем вот такие вот элементы, то есть столбики с 2 накидами на ряд ниже. Это первый ряд, а второй ряд мы вяжем как обычный бабушкин квадрат, то есть по 3 столбика в каждый промежуток, не забывая между ними провязывать воздушные петли.
Собственно, на этом у меня все. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваш комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.